И всем привет, вы на канале, а вы сами знаете, на каком вы канале, поэтому я не вижу смысла это объяснять каждый раз. И давайте все-таки же перейдем к самой сути данного кинопроекта. Ну и извиняюсь за такой мой голос, потому что я слегка приболел, но куда вам деваться, но вам придется его слушать. А о чем же это видео? Это видео о недоработках, недочетах разработчиков игры Alpha Ace, которые я смог подметить во время их великолепнейшего, изумительного бета-тестирования. Ну и переходим к делу. Первый пункт. Первый пункт это, как бы банально не звучало, но регистрация урона, потому что она в нашей игре частенечко отсутствует. А в подобных шутерах такого допускать ну вообще нельзя. Второе это невидимые модельки персонажей, ведь их бывает на карте не видно. Да, не на каждой игре, не в каждой каточке, но их бывает не видно. В карте находится, да, 10 игроков, все как бы на карте самой в игре присутствуют, но в какой-то момент один из персонажей противника может просто стать невидимым, и ты не знаешь, против кого сражаться. Также от этого невидимого персонажа противника ты слышишь все шаги, которые он издает, слышишь его выстрелы, видишь его выстрелы, но персонажа не видно. Хотя он находится вот буквально в метре от тебя, урон по тебе проходит, но персонажа самого нет. Ну и как мы все с вами понимаем, этого допускать тоже категорически нельзя. А третий пункт даже объяснить сложновато, ведь когда ты убиваешь игрока из противоположной команды, после него остается стоящая моделька персонажа, хотя она должна лежать. Данная моделька, да, она прозрачна, сквозь нее пролетают пули, но все равно, когда ты остаешься один, ты можешь на нее отвлекаться. Да и даже когда не один, ты можешь на нее байтиться. Ты можешь, да, байтиться, отвлекаться и просто она может сильно путать. Четвертый пункт. На четвертый пункт я поставлю обезвреживание, потому что когда ты садишься обезвреживать, частенько было замечено, что время на 2 на секунду где-то сокращается во время диффуза. И ты вроде бы как должен был успевать раздиффьюзить, но не успеваешь. Также в этот же пункт можно дополнить и еще поставить момент. Времени, ну, не хватает. Времени не хватает сильно на то, чтобы отыграть за Т-сторону, либо за КТ. Потому что, например, если поставили плент на точке А, а ты стоишь на точке Б, то ты должен успеть добежать до этой точки, еще и прочекать все позиции, чтобы тебя не убили. Прочекать также по пути, чтобы тебя не встретили, а еще и должен успеть перестрелять. Если даже на это все время не хватило, то на дефьюз у тебя времени не хватает. Дефьюзить приходится долго. Я бы хотел, чтобы для этого добавили еще, ну, секунд хотя бы 10-15. Этого будет вполне достаточно. Ну а пятый пункт заслужил у нас AIM Assist. AIM Assist в игре работает уж очень идеально. Он в игре, думаю, не нужен никому. Потому что в игре находятся люди, которые играть вообще не умеют, но играют с AIM Assist. А AIM Assist уж очень хорошо наводится на голову. Особенно на снайперских винтовках. Потому что он буквально сам тебя наводит на модельку. Ты даже не должен водить пальцем. Ну и как знаем, это уже не AIM Assist, а AIM Hack, которому ничего обычные работяги-трудяги не могут противопоставить и проигрывают игру. В шестом пункте я бы хотел добавить, а вернее посоветовать, чтобы они убрали все придуманные свои карты и добавили вместо них оставшиеся карты из CSGO. Ведь, как оказалось, свои карты делать они балансными не особо-то и умеют. Ну а карты из CSGO уже давно обожаемы всеми игроками. На седьмом пункте у нас будет быстрая активация гранат, ведь гранаты в игре активируются очень рано. И нет, это не касается смока либо флешки, ведь они в игре сделаны идеально. Я недоволен лишь хаешкой, либо же молотовым, ведь они активируются рано. Им нужно добавить еще хотя бы секунды 2-3. Ведь на данный момент они не успевают долетать до нужной позиции.
Они взрываются в воздухе, активируются в воздухе и не наносят никакого урона противнику. Хотя вот за эти 2-3 секунды они бы могли нормально и спокойно долететь до нужной тебе позиции. Я надеюсь, что это видео хоть как-то где-то заметят разработчики, хотя это маловероятно, ведь вряд ли разработчики смотрят видео от контент-мейкеров по своей любимой игре. Ведь им-то, ну, в принципе, и нафиг и не надо. Но все равно данные минусы и недоработки были замечены мной и моей командой Deadly Squad. Да, я являюсь лидером команды Deadly Squad, которая выиграла 2 первых турнира и заняла в них первые места. И думаю, мы могли все-таки хоть как-то заметить какие-то небольшие недочеты и недоработки. Ведь, как мне кажется, мы в игре проводим гораздо больше времени, чем сами разработчики. Да, может быть, в самой разработке и доработке каких-то моментов в игре разработчики тратят больше времени, но, как мне кажется, непосредственно играя в саму игру, мы в ней проводим гораздо больше времени. Если что, в данном видео я никак не хотел оскорбить либо обидеть разработчиков, хотя они вряд ли это увидят и, ну, вообще, кто я такой, чтобы что-то подобное говорить об их игре. Но я просто хочу, чтобы наша с вами игра стала намного лучше. И чтобы все подобные недочеты, упомянутые в этом видео, были пофикшены. Ну а на этом видео подходит к концу. Поставьте лайк, поддержите меня лайком, да, пожалуйста. Напишите комментарий, что об этом видео думаете. Может, есть еще, что вы хотели дополнить, или у вас были еще какие-то баги, либо недоработки, о которых вы бы тоже сообщили разработчикам. Всем пока, ну а я пойду лечиться, чтобы никто больше мой такой голос убитый не слышал.